Привет, дорогие товарищи, я Артемий Троицкий, это популярная советология, но сегодня у нас ответы на вопросы. Ответы на вопросы по теме КГБ. Вопросов пришло, как всегда, довольно много, и постараюсь на большинство из них, по крайней мере, ответить. Вопрос о журналистах-международниках советских и как, значит, складывались их отношения с КГБ. Отношения журналистов-международников с КГБ складывались, я думаю, самым теплым и деловым образом. То есть я думаю, что все, то есть без исключения, советские журналисты и международники, во всяком случае, 100% тех, кто работал в капиталистических странах, они все имели более или менее тесные контакты с Комитетом государственной безопасности. Некоторые из них были даже штатными сотрудниками, то есть вот всякие вот эти вот прикрытия типа корпункт «Комсомольской правды» это было не более чем декорацией. Некоторые, в том числе талантливые журналисты, они, конечно, и писали, и репортажи делали и так далее, но при этом не забывали регулярно сдавать отчеты. На каждого гражданина СССР было заведено дело. Я думаю, что да, разумеется, на каждого гражданина СССР было заведено дело, и было какое-то досье, в том числе и в КГБ, но мне не кажется, что это что-то из ряда вон выходящее, потому что, в принципе, того или иного рода досье имеется на каждого гражданина и вообще в любой стране, чтобы он исправно платил налоги и вообще нормально себя вел, фиксируются правонарушения и прочее, прочее. Наверняка досье КГБ по содержанию были другими, гораздо более интересными и захватывающими. В принципе, это, я думаю, общая практика. Могу сказать, что я своего досье КГБшного никогда не видел, и какие там мои приключения отмечены, мне сказать трудно. Популярный вопрос о взаимоотношениях Ленинградского рок-клуба и КГБ. Как совершенно верно пишет автор этого вопроса, генерал КГБ Олег Калугин, уже давно живущий за границей, а может, он уже и помер, я, честно говоря, не знаю. В Америку он уехал. В своей книге «Спаймастер» писал о том, что Ленинградский рок-клуб, вообще говоря, это была идея ленинградского КГБ, их большого дома на Литейном. А дальше все, вы все знаете, дальнейшая история. Значит, я могу сказать, что это не так. То есть Олег Калугин тут немного преувеличивает роль свою и КГБ во всей этой истории. То есть питерские музыканты и всякие рок-фанатики, они много лет пытались создать рок-клуб. То есть этим занимался и знаменитый битломан Коля Васин, этим занимался и главный ленинградский хипарь Гена Зайцев, и музыканты и так далее, но их повсюду отфутболивали. И, по всей видимости, роль КГБ тут, положительная, скажем так, роль КГБ тут состояла в том, что в какой-то момент, я так думаю, что это было в конце 80-го года, после всяких скандалов, связанных, скажем, с выступлением группы «Аквариум» на фестивале в Тбилиси и так далее, КГБ решили все-таки этой инициативе дать ход. И в результате этого в начале 1981 года Ленинградский рок-клуб был официально создан при Доме самодеятельного творчества на улице Рубинштейна. КГБ, естественно, это дело одобрило по одной простой причине. Они решили, что, в общем, это скандальная вся эта тусовка и довольно многочисленная, и с очень сомнительными вообще взглядами на жизнь, что лучше их поместить под колпак и держать под контролем в одном месте. Это было абсолютно естественное, логичное решение. Значит, что из этого вышло и какие были, собственно, взаимоотношения? Значит, я могу сразу сказать, что я не знаю
мне, по крайней мере, естественно, никто из моих друзей-музыкантов, питерских рокеров, не рассказывал о том, как, значит, они общаются и взаимодействуют с КГБ. Очень может быть, что они вообще с КГБ в контакт не вступали. Потому что КГБ общалась скорее с такой посреднической, что ли, прослойкой. То есть у Ленинградского рок-клуба был свой президент, собственно, бывший музыкант Коля Михайлов, был свой директор Наташа Веселова, которая, собственно, была работницей Дома самодеятельного творчества. Была сама директриса всего Дома самодеятельного творчества, забыл, как ее звали, милая такая женщина, скорее пожилая, у которой муж, кстати, тоже был, значит, чином в КГБ, насколько мне известно. Была Нина Барановская, которая там занималась цензурой и всякими там этими текстовыми проблемами и так далее. Вот я думаю, что КГБ, они общались вот с этими людьми. А эти ребята, в общем-то, я и с Колей Михайловым, и с Наташей, ну, в меньшей степени с Ниной, в общем-то, был в очень хороших дружеских отношениях. Они их совершенно откровенно называли или КГБшники, или кураторы, наши кураторы. В общем, это было как бы в порядке вещей. Тут уже можно долго говорить о том, принесло это пользу КГБ или нет. Я считаю, что нет. Я считаю, что, разумеется, создание рок-клуба принесло гораздо больше пользы отечественной музыке и русскому року и так далее. Вот. Какой тут был выигрыш у КГБ, я, честно говоря, не знаю. Вот. Думаю, что это тот случай, когда мышка обманула кошку. Пишут, что в 1991 году КГБ не расформировали, как я сказал, а просто переименовали. Ну, я не знаю, я, честно говоря, никогда не интересовался тем, какие изменения произошли в КГБ, когда его, значит, перемутировали, скажем так, в ФСБ. Конечно, его не расформировали целиком, но я уверен, что там сократили какие-то отделы, в частности, там те, которые занимались диссидентами, антисоветской пропагандой и так далее. То есть какие-то перемены там наверняка были, а не только вот такое вот формальное переименование, то есть из одного слова из 3 букв на другое слово из 3 букв. Но сейчас, разумеется, все эти отделы давно уже воссоздали. Так что сейчас, я думаю, особой разницы вновь нет. Но опять же, на эту же тему, кто из рокером был стукачом? Я не знаю, я не вел ни с кем из своих друзей-музыкантов разговоры на эту тему, ничего выяснить не пытался, но я точно знаю, кто мог бы быть стукачом. Вот, скажем, совсем недавно екатеринбургская группа «Чаев», там такой Шахрин и второй Богачев или как там еще, вот, они просто взяли и вот сейчас, вот в 23-м году настучали на своих коллег екатеринбургскую рок-группу «Курара». Так что я думаю, что вполне могли стучать и в то время. Хотя «Чаев» — это группа относительно молодая, то есть начинали они в конце 80-х годов. Тогда атмосфера, конечно, была не такая, как в конце 70-х и начале 80-х. И доносы были не настолько востребованы. Как вы относитесь к Сергею Жарикову, который утверждал, что вообще все рок-движение происходит под эгидой КГБ? Ну, Сергей Жариков – это вообще интересный парень. Это барабанщик группы ДК. ДК – это вообще была одна из моих любимейших московских групп в первой половине, ну и даже, можно сказать, на всем протяжении 80-х годов. Очень интересная, такая авант-роковая, постмодернистская, очень изобретательная была группа ДК, но человеческие отношения у меня как-то с Жариковым не сложились. Вот, по-моему, он ко мне плохо относился, или я к нему не очень хорошо относился, или мы просто были в разных компаниях. В общем, как-то у нас с ним не случилось какого-то такого близкого общения. Вот. Но потом, кстати, уже много лет спустя, уже где-то в конце 90-х годов, именно от Жарикова я узнал про то, как на меня стучали
значит, как бы коллеги по рок-самиздату и так далее. Там были такие люди: Смирнов, Сигалов, там еще какие-то. И в частности, что это именно они навели на меня то ли ментов, скорее всего, ментов, я думаю, то ли КГБшников, значит, на этот самый злосчастный концерт «Браво» на их репетиционной базе, который я должен был вести. То есть они как раз в то время с Жариковым дружили, и он был в курсе всех этих интриг. По поводу того, что все происходило под эгидой КГБ, но я не читал труды Жарикова, вот, но он такой вообще конспиролог, насколько я понимаю. Вот, думаю, что это, конечно, ерунда. Вот, если КГБ там что-то вот и покрывало так вот в ленинградском стиле, то, во-первых, больше этого нигде не было. Вот, ну, может быть, еще с московской рок-лабораторией, но не знаю. Опять же, вот, это все какие-то смутные вещи. Но вы пробудили во мне любопытство, и, наверное, я наберу Сергея Жарикова и попробую узнать какие-то его соображения по поводу роли КГБ в становлении рок-музыки в СССР и России. Вот тут вот даже двое комментаторов пишут, что в КГБ девушек набирали. То есть я рассказывал о том, что в 10 классе моей математической средней школы к нам приходили вербовщики из КГБ, вот, и как бы правильных анкетных мальчиков приглашали в высшую школу КГБ чуть ли не без экзамена. Вот, ну и некоторые, естественно, соблазнились. Вот, а девушек нет, девочек не брали. Тут пишут, что брали девочек в 80-е годы, причем девушек с эффектной внешностью и атлетического сложения почему-то. Ну, не знаю, может быть. А в 90-е годы набирали, опять же, в школах, в КГБ дочерей чекистов. Это тоже пишут. Ну, ничего не могу сказать, это вещи мне неизвестные, я сам впервые об этом слышу. Спрашивают, но это не совсем по теме, про Сергея Троицкого, «Паука», как я к нему отношусь. В общем-то, я к нему отношусь вполне хорошо, потому что он, конечно, парень абсолютный авантюрист, угарный, такой забавный, совсем не жополиз. «Коррозия металла», ну, это, в общем-то, это же пародийная группа. Я никогда не воспринимал их, слава богу, как серьезный хэви-метал, который я вообще всерьез воспринимать не могу. Это была такая сексуально-трэшевая пародия на хэви-метал, и в этом смысле, мне кажется, она была абсолютно адекватна. Что сейчас делает Сергей Троицкий «Паук», в каком окопе сидит и на чью мельницу льет воду, не знаю. Не знаю, к сожалению. Вот. Но вот я повторяюсь, таким провластным подхалимом он раньше, по крайней мере, никогда не был. По поводу вот этого загадочного обыска в моей квартире, который соседка услышала, пишут, что менты не могли бы устроить этот обыск без понятых и ордера, а ГБ запросто. Ну, значит, скорее всего, это ГБ и было. Зачем вербовать яркого человека? Ну, имеется в виду меня. Намного эффективнее, значит, такого человека отслеживать, смотреть, с кем он общается, куда он ходит, что делает, там, с кем разговаривает по телефону и так далее. И тут же, значит, высказывается мнение, что увольнение мое из Института искусствознания, что, скорее всего, это было решение дирекции института, которой просто не нужен был такой беспокойный, как тут написано, персонаж, как я. Ну, я думаю, что, в общем-то, отчасти вы правы, наверное, и, конечно же, институту я действительно был не очень нужен, поскольку, ну, они знали, что я, в общем-то, тип такой довольно активный за пределами института, и, возможно, им сообщили, что я в сам издате публикуюсь. Так что то, что они
могли хотеть меня уволить, пусть даже и накануне защиты кандидатской диссертации, это вполне возможно. Другое дело, что наверняка это было сделано тоже с ведома и, возможно, с благословения КГБ. Пишут про Николая Леонова, это был хороший знакомый моего отца, генерал КГБ и главный наш специалист КГБшный по Латинской Америке. Мнения разделились. Значит, один комментатор видел всякие интервью с Леоновым и решил, что он там человек, хотя явно и не глупый, и знающий, и так далее, но такой имперский совкадрочер. Второй пишет, что он умный, с широким кругозором, мир повидал и говорит интересные вещи. Но я думаю, что, в общем-то, и тот, и другой правы. Вот. Я лично Николая Леонова никогда не видел, никогда с ним не общался, ни при жизни отца, ни тем более, значит, впоследствии. Вот, поэтому ничего не могу тут сказать, каких-то телеинтервью и вообще сюжетом с ним я тоже, к сожалению, не видел. Наверное, стоило бы посмотреть. Либералы делают страшилку из органов, уж там были и пограничники, и пожарные. Но, во-первых, пожарные КГБ никогда не имели никакого отношения. Что касается до пограничников, то, естественно, это люди, которые стояли на границе. То есть, с одной стороны, они должны были ловить на границе шпионов, а это прямая обязанность КГБ. С другой стороны, не выпускать тех, кто за границу бежит. Так что тут участие КГБ в пограничной службе абсолютно логично. Ну и последний вопрос, тоже тут логические рассуждения. Пишет, что вербовщик как бы выходит на клиента, так сказать, только при наличии стопроцентного компромата, когда человек уже отказаться, будучи припертым к стенке, этим компроматом не может. Но смотрите, значит, во-первых, на меня был компромат, то есть все началось с того, что мне сказали, что вот мы знаем, что вы общаетесь там с таким-то Джоном, с таким-то Мартином, там, с такой-то Люси, там, были там-то, были здесь-то и так далее. То есть компромат на меня был. Другое дело, что как бы что за это не обязательно полагалась, скажем, уголовная статья. Но совершенно естественно, что если бы они захотели мне как-то сильно навредить, вот, то они бы это сделали бы по-любому и любым образом, как это, собственно говоря, и было сделано, когда меня исключили из института за двухдневный прогул. Так что в этом смысле, я думаю, совершенно не обязательно обладать каким-то таким посадочным компроматом. Ну а насчет того, что невозможно отказаться, это не так. Отказаться можно всегда, только надо обладать там, не знаю, смелостью, решимостью, там, еще какими-то качествами, вот, и в этом случае даже жертвуя какими-то благами, всегда можно сказать: нет, я с вами работать не стану. Вот, ну и маленький постскриптум, значит, продолжают задавать вопросы на чисто музыкальные темы. Спрашивают о том, как я отношусь к группам ZZ Top, Крису Ри, Джо Кокеру. Ко всем отношусь хорошо. Я люблю блюз, я люблю блюз-рок, я люблю буги-вуги. Вот, и я люблю смачные, низковатые и хрипловатые мужские голоса. Так что отношусь к ним хорошо, хотя я не могу сказать, что это мои главные герои. Вовсе нет. А также спрашивают про Джона Лайдена и Public Image Limited. Хорошая группа, она мне нравится гораздо больше, чем первая группа Лайдена, Rotten и Sex Pistols, потому что она намного разнообразнее, авантюрнее в музыкальном отношении, экспериментальнее. Так что Public Image отличная группа. Кстати говоря, у нее совсем недавно вышел очередной новый альбом. Называется End of World, конец мира. Все, на вопросы я ответил. Пока счастливо. Зовут меня, естественно, Артемий Троицкий, и вы смотрите популярную советологию.
До новых встреч, и произойдут эти встречи уже совсем-совсем скоро. Счастливо!